Друзья, привет! Я Альбина, и я блогер. И я приглашаю вас продолжить со мной вместе прогулку по Мюнхену. И направляюсь я в один из самых главных символов города. Это Фрауенкирхе, Церковь Марии. Это действующий католический кафедральный собор Мюнхена. Самый высокий. 2 башни высотой 99 метров. И в Мюнхене запрещено строить здания выше этих башен. А на башнях, если вы заметили, не заостренные пики, что характерно готике, а округленные купола зеленые. Это потому, что из-за нехватки средств эту церковь строили более 50 лет. И, естественно, мода поменялась. Да и построена она не из камня, а из красного кирпича, что тоже не характерно готике. А что внутри, так это вообще не характерно церкви. У церкви есть своя тайна, которую я вам сейчас раскрою. Рядом со входом в собор есть вот такой замечательный грибной фонтан. Я не хочу, чтобы вы его пропустили, особенно летом. Здесь как раз можно спрятаться в тенечке летом от солнца, в прохладе, с фонтаном. И вот вход в церковь. В церкви вы увидите и усыпальницу династии баварских правителей, и скульптуру распятого Иисуса, и прекрасные витражи, и необычные механические часы, показывающие Солнечную систему, фазу Луны, знаки зодиака. А в одну из башен вы можете даже подняться. Там находится смотровая площадка. И при хорошей погоде, и при желании можно увидеть даже Альпы. Обратите внимание, не видно окон. Только вон то конечное окно, но окна есть по бокам. Собор так спроектирован, что вот 22 колонны, 11 по одной стороне, 11 по другой, перекрывают вид на окна. И это неспроста. Есть в истории и архитектуре этого собора несколько необычных вещей. И тайна. В первую очередь это называемый след дьявола. По одной из легенд, когда собор начали строить, сам сатана испугался, что пошатнется его власть. Тогда он заключил сделку с архитектором этого собора. Дьявол не станет мешать строительству, но собор возведут без единого окна. Он надеялся, что верующие люди просто не будут приходить молиться в церковь, где нет окон. И когда он вернулся в построенный собор и, находясь у входа внутри, он не увидел окон, их закрывали колонны. Но, сделав несколько шагов вперед, он увидел с другого ракурса эти окна, разозлился и топнул ногой в ярости и провалился под землю. Колонны здесь действительно такие громоздкие, внушительные, их 22 еще. И при своих внушительных внешних размерах храм совсем не выглядит огромным внутри из-за этих колонн. На сегодняшний день Фрауенкирхе собирает больше туристов, нежели прихожан. Мюнхенцы и вообще баварцы предпочитают этому собору церковь Святого Петра, самую старую в городе. Строительство этого собора началось в 1468 году, а закончилось в 1525 году. Размеры внушительные: 109 метров в длину, 40 в ширину и 99 в высоту. Вот тот самый след дьявола. А действительно, с этой точки и окон не видно. А размер у него так себе, наверное, где-то 39-40. Ну, сам след и его история, конечно же, это вымысел. Однако непонятно, кто, зачем и когда сделал отпечаток и придумал эту легенду. Да еще и в церкви. В общем, я быстренько вышла из этой церкви, а вот вид с улицы, конечно, шикарный. Здесь вот и кафешки, можно сесть и прям любоваться этой церковью снаружи. Немножко расскажу вам о самом старинном соборе Мюнхена, соборе Петра. Мюнхен – город древний, с историей, стартует он аж с 8 века нашей эры. Основали его монахи. Так и переводится, вот если перевести Мюнхен, у монахов. И монах стал символом города. Сегодня на месте их первого поселения стоит самый старый храм города, собор Святого Петра. И там есть своя смотровая площадка, учитывая, что они все находятся недалеко друг от друга. Вот можно вот так и бегать с одной смотровой на другую и смотреть друг на друга эти башни. По пути вот встретилась мне итальянская пиццерия.
запечатлею на камеру вам цены на эту пиццу. Покажу меню. Внутри этого заведения красиво и интересно, поэтому и рекомендую вам его. А главная ценность – это шикарный вид на Фрауенкирхе, от которой я постепенно отдаляюсь и приближаюсь к Мариенплац с новой старой ратушей, с рыбным фонтаном. Вот она, новая ратуша Мюнхена. Это величественное здание, сочетающее старинную архитектуру и современные черты. Расположена на Мариенплац, она поражает своей красотой, изысканным дизайном и габаритами. Внутренний двор, окруженный этим архитектурным шедевром, восхищает уникальной атмосферой. Была построена в 3 этапа в период с 1867 года по 1909 год. Она довольно молодая. Ратуша является резиденцией мэра и штаб-квартирой городского совета Мюнхена. Помимо этого, в стенах ратуши находится зал выставочного центра, информационно-туристический центр, магазины. А в верхней части башни ратуши есть смотровая площадка, дарующая своим гостям 360-градусный обзор Мюнхена. А свет из окон прям как пробивается, как огонечек. Фасады богато украшены башенками, резьбой, фигурами князей, баварских герцогов, начиная с основателя города Генриха Льва и заканчивая почти полной линией представителей династии Виттельсбахов, а также легендарных персонажей, святых, горгулей и могучего дракона Вурмек, напоминающего об угрозе чумы. Если бы я заранее не знала, что это новая ратуша, ей всего-то 200 лет, то подумала бы, что она старинная. Давайте рассмотрим его вместе. Например, мне интересно рассмотреть каждую деталь, каждую фигурку. Все сделано так. А вот интересно еще посмотреть в окна. А вдруг я сейчас встречу мэра? Вот я здесь гуляю, и туристы здесь со всего мира гуляют, а там сидит мэр, решает какие-то важные вопросы, дела. Было бы, конечно, замечательно попасть внутрь, попасть на смотровую площадку, но, к сожалению, как вы видите, уже вечерело, и все закрыто. Но я обязательно вернусь сюда еще раз, и чтобы попасть на смотровую площадку и увидеть уже город с птичьего полета. В ратуше можно насладиться не только великолепными видами на город с башен, но и окунуться в аутентичную немецкую атмосферу, посетив уютное кафе в ее стенах. Новая ратуша становится настоящим центром городской жизни, местом, где сочетаются история и современность. Находится оно на -1 этаже, по-нашему это в подвальном помещении. Здесь сразу же встречают нас фрески. Присаживаться здесь не буду, потому что у меня другие планы, да я уже и поела. Ну а меню я обязательно покажу. Меню на нескольких языках. Здесь есть и вегетарианские блюда. Выхожу из внутреннего двора ратуши и попадаю на Мариенплац. Ну что сказать, хороша внешняя сторона ратуши. Главный фасад ратуши украшает 85-метровая башня, шпиль которой венчает фигура мюнхенский младенец, который держит в левой руке Евангелие, а в правой благословляет город. Фигура была создана Антоном Шмидом, а моделью стал его 9-летний сын. На верхней части башни расположены знаменитые часы Глокеншпиль, 5-ми по величине в Европе. Они впервые прозвучали в 1908 году. И каждый день в полдень можно наблюдать представление часов курантов с движущимися фигурками. В 1158 году Генрих Лев основал город Мюнхен, центром которого стал Мариенплац, это площадь. И благодаря этой золотой колонне Марии с младенцем на руках эта площадь и получила это название. Первое время здесь был рынок, в том числе и рыбный. А затем уже здесь проводились и различные ярмарки, рыцарские турниры и даже казни. И именно сейчас проходит мирно митинг.
Эта площадь Мариенплац действительно впечатляет. И в хорошую погоду здесь расставлены стульчики, вот именно на этом месте, где я стою. И можно присесть и внимательно все рассмотреть. А это впереди белое сказочное здание с башней, на которой висят часы с позолоченными фигурками знаков зодиака. Это старая ратуша. Впервые эта ратуша упоминается в XIV веке, а в XV веке в здание попала молния. А в 1938 году политический деятель нацистской Германии Геббельс произнес в этом месте речь, после которой произошли многочисленные еврейские погромы. А сейчас в здании старой ратуши на нескольких этажах расположился детский музей игрушек, где интересно будет и взрослым, и детям. Рыбный фонтан. Почему рыбный? Потому что, как я вам уже сказала, здесь был раньше рынок. Именно на этом месте продавали рыбу и хранили рыбу именно вот в этом фонтане. На этом фонтане должны были быть еще музицирующие мальчики, которые сейчас находятся на Карловых воротах. Об этом я вам уже говорила. На этой площади в ноябре и декабре проводят рождественскую ярмарку. А также здесь есть бесплатный Wi-Fi. Полицейская машина здесь неспроста. Здесь была еще и скорая помощь. Это в честь митинга. Но митинг прошел спокойно, мирно, тихо и закончился. А я пойду дальше, так как здесь еще много чего интересного есть. А вы любите голландский сыр? Так вот, на этой площади продают голландский сыр из Нидерландов. Это семейный подряд под маркой Генри Вилли из Амстердама. Делают сыры из козьего, овечьего и коровьего молока и продают их с 1974 года. Многие считают Голландию отдельной стороной. Нет, хочу вот отметить, что Голландия входит в состав Нидерландов, является как бы провинцией Нидерландов. Знатоками сыра считаются греки, итальянцы, на третьем месте голландцы. Сыр Эдем за 13 евро. Все же слышали, да, Гауда, Маасдам. Так вот, это одноименные названия городов Голландии. Мне нравится Маасдам, тот с дырочками. Здесь сначала можно продегустировать сыр, а потом уже купить. Здесь вот и продают и подарочные наборы. Ой, а какие разновидности здесь. Сыр с лавандой, сыр с чесноком, с морковью, с грибами, с орехами, с зеленью. Я не скрою, я гурман, люблю по утрам поесть сыр вкусный с кофе, с оливками. Вот такой подарочный набор за 27 евро. А вы знаете, чем отличается гурман от гурме? Гурман – это любитель вкусно покушать, а гурме – это уже знаток, эксперт в еде. Так что, гурманы, приходите сюда. Прохожу через арку старой ратуши и уже выхожу из исторической части Мюнхена. Да, в старой ратуши переходе пахнет неприятно. И встречает меня обворожительная шекспирская Джульетта из Вероны. Это копия скульптуры, которая находится в Италии. А у мюнхенцев есть такое поверье, если погладить правую грудь этой Джульетты, то человек будет счастлив в любви. На мой взгляд, это чушь. Еще одна римско-католическая церковь в стиле готика, построена в XIII веке. Здание напротив тоже церковь, церковь Петра. И рядом маркет, рынок.
Спешу на вокзал, чтобы обратно вернуться в Нюрнберг. А поезда в Германии тоже задерживаются, аж на 10 минут. Повезло, поезд двухэтажный. Сяду на второй этаж, чтобы наблюдать за дорогой. Еду как королева, одна. Друзья, заканчиваю видео. До новых встреч. Поставьте лайк. Вам не трудно, а нам приятно. Чус!